Встретишь ли ты свою любовь? Давай посмотрим вместе. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ох, ребятушки, сколько вы пережили. Знаете, вот вранье, предательство, обиды – это самое малое то, что вы пережили. Вашу жизнь можно назвать, наверное, скорее трагедией. С чем это было связано? Ну, здесь даже и гадалки не ходи, как говорится, да. Здесь это связано, конечно же, с женщиной. То есть пережитый обман, вперед к новым берегам, да. То есть вы расстались с женщиной, из-за которой очень сильно переживали, возможно, сейчас даже переживаете. Может быть, даже не отпустили до сих пор. И это при всем при том, что у вас, в общем-то, все есть, да, вот деньги есть, там машины, квартиры, ну пусть даже машины нет, да, поскольку это общий расклад. Ну то есть, в общем-то, все есть, вы нормально стоите на ногах, вы самодостаточный мужчина, но вам пришлось начать жизнь с чистого листа. Страдали долго, страдали тяжело, было очень больно, возможно, еще не отболело. Но никогда больше не впустите в свою жизнь человека, который хоть малейшим образом вам будет таким казаться, знаете, лицемерным, либо же фальшивым. Врунов вообще вы не подпустите. Вы такой человек, который терпеть не может обман. Обман, предательство. Вы здесь будете очень жестко, резко и кардинально расправляться с такими людьми. Я имею в виду, просто вы будете отшивать, отрезать и удалять просто из своей жизни. Вы человек сильный, вы волевой, вы человек, который, в общем-то, больше никому не позволит вытирать о себя ноги. Вы человек, который, возможно, даже вы решили, что больше таким добряком, как раньше были, вы уже больше не будете. И давайте сделаем как раз маленький опрос. Напишите в комментариях, была ли у вас, ну, такая мысль, может быть, да, что больше вы не позволите никому вытирать о себя ноги. Ну, вот приблизительно такая мысль была у вас или нет? Либо же вы, может быть, еще могли подумать, что я больше не буду никому так относиться, как раньше, да, вот не буду там стелиться ни перед кем, я не буду больше позволять вить веревки, ну вот в таком плане. Напишите, были у вас такие мысли или нет, давали вы себе такое обещание? Еще давайте посмотрим, что еще нам нужно. Боже, как же вам было больно, ребят, вам так было больно, либо же сейчас кому-то так болит душа? Так хочется семьи. Но знаете, вот где собака зарыта. У вас могут у кого-то проигрываться еще моменты проблем в личной жизни. Но не потому, что вот вы такой-сякой, нет. Потому что вы очень сильно опасаетесь вот именно предательства повторного, либо предательства, либо вот корыстности от женщин. Это очень часто у нас повторяется в сигнификации, в общем-то, да, потому что многие постоянно смотрят мой канал, за что вам спасибо большое. Поэтому есть некие опасения, и вы можете сознательно вот взвешивать даже все за и против, да. Могут даже быть у кого-то из вас мысли, может быть, остаться одному, хоть и плохо, да, но никто не будет тебе плевать в душу, никто не будет тебя использовать. Такие могли быть мысли. Хотя вы человек семейный. Ну вот семейный, и это из расклада в расклад у нас выходит. Я имею в виду, что вот вам хотелось бы семьи, да? Вам бы очень хотелось настоящей, дружной, такой гармоничной семьи с теплыми отношениями. Но, много но.
Вы человек очень справедливый. И, возможно, опять-таки, одна из ваших таких установок, либо же обещаний самому себе, что вы будете относиться к людям так, как они относятся к вам. Ну, то есть отзеркаливать в каком-то смысле. Кому-то из вас очень сильно не хватает тех ощущений, вот именно которые бывают в семье. Вы за ними можете скучать, да, как вот, ну, банальные какие-то вещи, когда ты приходишь домой, тебя женщина любимая ждет с горячим ужином, да, встречает тебя объятиями, поцелуями и так далее. Вы, возможно, соскучились очень сильно, потому что давно у вас этого не было. Та женщина, которая была у вас, она могла тоже вам не додавать этих эмоций, которые вам так необходимы. То тепло, то заботу, то ласку. Ну, в начале отношений я не беру, да, потому что в начале обычно многие одевают маски, да, и стараются не показывать свои негативные качества. Поэтому здесь недобор очень и очень давно. Давайте-ка теперь посмотрим, ребят, встретите ли вы свою любовь, да, потому что с одной стороны хочется, а с другой стороны уже душа израненная до такой степени, что просто уже страшно, страшно, если еще раз туда ударят мечом, да, в вашу душу. Ну, давайте-ка смотреть, что же будет дальше. Ух ты, ребят, а вы-то, оказывается, даже некоторые готовы жениться. Смотрите, как интересно показано. Что значит общий расклад, да? Сразу же показано, что с одной стороны вы готовы, ну, кто-то из вас, часть готовы жениться, но есть такие из вас, которые согласны даже на роман. Почему? Потому что одному невыносимо тяжело. Есть такие из вас, можете даже отозваться, написать, что вы уже настолько изголодались, да, и по женской ласке, и вообще по ощущениям, которые бывают, но только в отношениях с женщинами. И настолько вы устали от одиночества, есть среди вас такие, которые, ну, готовы уже пойти вот просто на легкие отношения. Отзовитесь, ребят, если есть такие среди вас. Но большинство, конечно же, хотят стабильности. Большинство хотят женщину, с которой вы будете засыпать и просыпаться. Причем вы будете готовы, вот я пытаюсь просто подобрать слова, чтобы вам по-простому объяснить ту информацию, которая идет. Вы будете готовы строить вместе отношения. Вы готовы, опять же, я сейчас вспоминаю то, что было вот в начале сигнификации, что нет, никогда никому ничего не позволю, а теперь я понимаю, что позволите, потому что вы человек семейный, потому что вы все равно добряк, и все равно вы позволите. И ведь веревки, в хорошем смысле слова, да, и много чего другого вы позволите, потому что просто будете влюблены. Итак, давайте посмотрим, какая же женщина вообще придет в вашу жизнь или нет. Так. Придет к вам женщина, где-то вы познакомитесь в компании. Возможно, это будет, ну, опять же, день рождения, какое-то празднество. Может быть, где-то вы будете в компании, там, на шашлыках, ну, где угодно. У всех разные компании. Женщина приблизительно вашего возраста, ну так, среднего, назовем так, среднего возраста, да, потому что вы скажете, а мне 70, кто-то скажет, а мне 20, среднего возраста. Причем на общем раскладе я бы не советовала сильно привязываться к возрасту, ну и к цвету волос тоже, конечно. Более подробно это уже на личном раскладе. Женщина, которая очень такая, знаете, она забавная, она веселая. Она вас, наверное, и цепанет вот своим весельем, своей легкостью какой-то. Она скорее, да, я-то назову, она может быть скорее светловолосая, но опять же мы не привязываемся в общем раскладе к цвету волос. Она легкая, с ней вот будет откликаться как-то вот ваша душа.
Даже при первой встрече, вот когда вы пообщаетесь, казалось бы, это просто компашка какая-то, да, вы просто проводите время, просто там перезнакомились, но вот именно эту женщину вы выделите особо. Вы можете поболтать с ней обо всем и ни о чем. Вот с ней у вас будет настолько легко складываться разговор, а вы знаете, я уже не раз говорила о том, что далеко не с каждым человеком мы можем легко вести даже банальный разговор. Мы чисто энергетически чувствуем, что ну, что-то не то, да, вот как-то не хочется общаться с этим человеком. Ну, разве что из вежливости пообщаетесь. А здесь будет все наоборот. Вы, может быть, будете пытаться, ну, знаете, где-то рядышком сесть поближе к ней, чтобы еще пообщаться. Вы будете пытаться как-то вот, может быть, пошутить и как-то зацепить так, ну, по-хорошему ее, чтобы еще пообщаться, так переброситься шутками, прибаутками. Вот в таком плане. И будут абсолютно другие у вас ощущения. И даже те из вас, которые вроде бы поставили крест на личной жизни, кто не верит, кто опасается в каком-то смысле слова, будете готовы мчаться на край света к этой женщине. Вот она цепанет вас сразу же. Вот запомните этот маленький такой опознавательный знак. С этой женщиной у вас будут довольно жаркие и довольно частые встречи. Вы будете сами, конечно же, инициатором, потому что она до глубины души затронет все ваши струны. Все струны вашей души, ребят. Вы представляете? Вы будете хотеть, наверное, ежесекундно ее видеть. Захотите, вернее, так. Будете хотеть, как-то не очень красиво звучит, да? Вы будете переполнены желанием рассказать всему свету, какая женщина рядом с вами. Но с другой стороны, будут некие опасения, особенно те, кто из вас суеверный, чтобы не сглазить, да, вот в таком плане. Можете поначалу даже сдерживаться и никому не рассказывать. Я это довольно часто говорю, потому что можно самому себя сглазить, и это есть 100%. Это женщина, о которой вы мечтали. Это женщина... Сейчас объясню. Да, вы будете в тайне ее держать. Сразу вот вы будете держать ее в тайне. И те из вас, у кого есть, может быть, взрослые дети, да, с которыми вы вот в теплых отношениях, вы даже детям поначалу не будете говорить, чтобы, ну, и не спугнуть, и вы хотите даже для себя, захотите, вернее, вы для себя захотите проверить немножко и свои чувства перед самим собой, да, а может быть мне показалось, а может быть это я просто увлекся, да, то есть вы хотите пройти такую, захотите некоторую проверку пройти, вот в таком плане еще. Будете, с одной стороны, порхать как бабочка на крыльях любви, с другой стороны, вот этот червячок, который у вас не иссякает, да, который сидит в голове периодически, начинает там где-то что-то буравить, да, какую-то мысль такую негативную посылать. Давайте посмотрим, что еще будет. Ну, совет да любовь. Что я могу сказать? Это женщина, которую вы, наверное, долго искали. Как в фильме, как долго я тебя искала, да, как долго я тебя ждала. С этой женщиной будет тепло, с этой женщиной будет надежно. Главное, что будет взаимность. И, конечно же, это будет ваша новая, большая, чистая любовь. Это женщина, которая, она переплюнет всех. А какая жаркая она любовница, вы не представляете, ребят. Давненько я про бобиков ваших любимых не рассказывала, да? Но то, что бобик будет визжать от счастья, и то, что у него не будет свободного времени, это 100%. То, что вот с этой женщиной у вас будет даже вот в интиме настолько как-то вот гармонично, настолько будет все обоюдно, а не так, как это часто бывает. То у женщин голова болит, то она не хочется, то ей не может, то еще что-то. Вот такой тандем у вас сложится. А как вы будете ей восхищаться, ребят? Вы так будете восхищаться. Вы
Даже от ее внешности одной, от фигуры, может быть, будете балдеть, как мальчишка. Знаете, настолько вот теплая энергетика идет от расклада. И повторюсь, те из вас, кто думает, что уже все, Бобик свесил лапки, уже Бобик не шевелится, я вам скажу, что просто еще не пришла женщина, которая его оживит, которая вселит в вас ту самую большую чистую любовь. Поэтому совсем немножечко вам осталось ждать. И поверьте, энергии у вас хоть отбавляй. И сексуальной энергии, и вообще у вас появится энергия, чтобы просто сворачивать горы для любимой женщины. Это так порой важно. С этой дамой куда-то вы еще поедете. Возможно, даже это будет какой-то романтик. Но романтик, конечно же, знаете, вот вы будете играть как будто в поддавки. Вот настолько вы в нее влюбитесь, будете пытаться сделать для нее что-то приятное, да? Будете пытаться чем-то ее порадовать, даже мелочами. Возможно, даже поедете туда, куда она скажет, там, да, может быть, она захочет в какое-то определенное место, там, на экскурсию, в какой-то город, в какую-то страну, неважно. То есть вы будете кайфовать от того ощущения, что она счастлива. На самом деле это супер ощущение. Вот даже, я думаю, вы все замечали, когда даришь подарки, ну, близким людям. И это то, что они хотят, да? Неважно, ребенок это, женщина, кто угодно. И ты знаешь, что человек хочет этот подарок. И ты кайфуешь, когда видишь, как человек сияет от счастья, потому что он получил наконец-то то, что хотел. Да? Вы ему подарили. Поэтому вы будете кайфовать от того, что ваша женщина будет счастлива. Знаете, я вам искренне желаю всем поскорее встретить такую большую, чистую, настоящую любовь. Вы ее обязательно встретите. Я абсолютно в этом уверена. И знаете, вот вы все достойны быть счастливыми, чего я вам всем желаю. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!